Колумбия – одна из немногих стран, сохранивших столь значительные массивы первичных тропических лесов, и самая богатая в мире по числу обитающих здесь видов амфибий. Чуть более 600 видов всевозможных лягушек населяет колумбийские джунгли. Сейчас конец сухого сезона. Дождей давно не было, леса пересохли, так что подстилка даже хрустит под ногами. И вся жизнь концентрируется вдоль ручьев, где можно добыть необходимую для жизни влагу. Даже такие устойчивые к пересыханию амфибии, как ужасные листолазы, не боящиеся ничего, и те держатся по берегам горных ручьев, стараясь укрываться в тени камней, заросших папоротниками и орхидеями, чтобы сохранить воду и не погибнуть. Абсолютное большинство амфибий ведут ночной образ жизни, и днем их практически не увидеть, настолько искусно они скрываются среди зелени. Но сейчас, в самом конце сухого сезона, когда тучи, ползущие по небу, предвещают скорый ливень, большинство лягушек начинают просыпаться еще до наступления темноты. Они предвкушают дожди, которые наполнят водоемы и дадут сигнал к массовому размножению. С каждой минутой активных лягушек становится все больше. Среди множества красноглазых квакш можно иногда встретить такие редкие виды, как филомедуза долгопят и причудливая квакша. Больше всего торопятся самцы. Им нужно найти самку, готовую к размножению, и создать с ней пару, пока их не опередили. Наименее расторопные чувствуют себя опоздавшими и часто только завистливо поглядывают на везунчиков, которые уже удобно расположились на спинах более крупных самок. И, наконец, самки с сидящими на них самцами отправляются в путь в поисках удобных листьев, на которые можно отложить икру. Все лягушки, за которыми мы сейчас с вами наблюдаем, откладывают икру не в воду, а на сушу, на листики, либо в студенистом комке, либо делают из листиков кулек, куда и откладывается икра, как это происходит у филомедуз. Откладка икры – дело непростое, требующее от самок больших усилий, ведь на листе нужно удержаться не только ей самой, но и удержать самца, который практически пассивно сидит у нее на спине. Поэтому это занимает довольно много времени, и, отложив икру, самки должны отдыхать. Причудливые квакши тоже сделали свою кладку в виде студенистого комка с очень крупными икринками, и на этом забота о потомстве заканчивается, и пара покидает место кладки. Теперь икринки, находящиеся в абсолютно прозрачной студенистой массе и расположенные над заполнившимися водой небольшими водоемчиками, предоставлены сами себе. Этим немедленно пользуется муха-горбатка, которая откладывает свои яички в кладку. Ее личинки тоже будут развиваться здесь. В первый день икринки похожи просто на шарики, подвешенные в прозрачной массе, но уже на второй день видно, что все они оплодотворены и начинают менять свою форму. А вот на третий-четвертый день личинки вырастают настолько, что уже становится заметно их движение. Они реагируют на внешние раздражители, на дождь, ветер, даже солнце, которое пригревает или, заходя, охлаждает их. Еще через пару дней в икринках появляются самые настоящие головастики, только очень маленькие.
У них уже есть сердце, которое видно, мы можем даже наблюдать, как оно бьется. У них появляются жабры в виде тончайших кровеносных сосудов. И при большом увеличении даже заметно, как по этим сосудам бежит кровь, разгоняя кислород по всему организму. В это же время подросли и личинки мухи-горбатки. Несмотря на наши опасения, что они будут повреждать яйца, они выполняют роль санитаров. Они ползают по поверхности кладки и убирают разложившиеся органические остатки. Несмотря на то, что выглядят они омерзительно и порою беспокоят головастиков, те начинают шевелиться, когда личинка проползает по их икринке, видимо, горбатка играет важную роль в очищении кладки и освобождении ее от разлагающейся органики. Вскоре крошечные дети амфибий становятся похожи на головастиков, готовых к вылуплению. Они приобретают окраску, у них появляются глаза, и они даже реагируют на движение, происходящее вокруг икринок. Буквально день-два, и маленькие головастики покинут свою первую обитель для того, чтобы начать жизнь в водоеме. В гнезде филомедузы долгопята тоже изменения. Головастики готовы к вылуплению, а листочек, склеенный для того, чтобы отложить в него, как в кулек, икринки, вот-вот раскроется. Клейкая масса рассчитана ровно на тот срок, который необходим икринкам для развития и головастикам для вылупления. Головастики уже полностью сформированы и готовы к жизни в воде. Достаточно нескольких капель легкого дождя, чтобы началось массовое вылупление головастиков. Они прорывают икринки и массой все вместе скатываются по раскрывшемуся листу. Некоторые из них спрыгивают в воду, а некоторые прямо в желеобразной массе сползают до воды и там расплываются, сразу же стараясь найти укрытие, чтобы спрятаться от возможных врагов. Родители давно ушли от водоемов, и головастики предоставлены сами себе. Очень немногие амфибии заботятся о своем потомстве. Теперь их задача самим отыскивать корм и стараться расти как можно быстрее, потому что чем дольше головастик находится в воде, тем больше всяческих опасностей там его ждет, потому что поживиться малышом найдется немало охотников. И аппетит у маленьких красноглазых квакш очень хороший. Они питаются всевозможным детритом, обскабливают камни, собирая наросшие там водоросли, и растут, растут, растут. Мы видим, что у них постепенно начинают появляться задние ножки. Сначала небольшие, они становятся все больше, и вот уже задние ноги похожи на настоящие лягушиные. И видно, как выросли передние. Они еще находятся под слоем кожи, но видно, как они шевелятся. Смотрите, головастик совершает судорожные движения, пытаясь найти кармашки, которые прорезаются в это время на коже, чтобы суметь высунуть передние лапки. Это довольно трудное занятие. Головастику непросто, он довольно долго пытается это сделать. Мы видим, как изменяется форма тела. Да? Вот у него лапки передние находятся как будто в муфте. И довольно долгое время он плавает, пытаясь нащупать крохотные
прорези, через которые можно высунуть ручки. Но вот, наконец, одна ручка высунута, остается дело за малым. Остается просунуть вторую. И тогда эти кармашки зарастут, и хвостик начнет уменьшаться. Пройдет совсем немного времени, и крошечный лягушонок еще с хвостом покинет воду и выберется на берег. Туда, где его тоже ожидает немало опасностей. Поэтому его задача как можно быстрее найти укрытие. Безопасное место, где он сможет прятаться от врагов и в то же время найдет достаточно корма, чтобы вскоре вырасти в одну из самых красивых, самых ярких, в одну из самых привлекательных амфибий, красноглазую квакшу, которая еще сохранилась и населяет первичные леса Колумбии, этой удивительной страны, самой богатой по видовому разнообразию амфибий.